Здравствуйте, друзья! Сегодня я вас очень удивлю. Я буду стирать большущее двухспальное пуховое одеяло в стиральной машинке. Причем одеяло отлично отстирается, и с машинкой будет все в порядке. Сейчас самая жара, и время стирать как раз-таки пуховые одеяла, подушки, а также зимние пуховики. Я развею мифы относительно того, что большое пуховое одеяло нельзя стирать в стиральной машинке. Кроме того, во многих современных машинках есть специальный режим для стирки пуховых одеял и пуховых подушек. Первый миф. Одеяло очень тяжелое, и его нельзя стирать в стиральной машинке. На самом деле одеяло весит чуть-чуть больше пуховой подушки, которую я уже многократно стирала. И кому интересно, можете посмотреть мои видео, как постирать подушку, как отстирать очень желтый наперник, а также как высушить подушку от А до Я со всеми деталями. Кому интересно, ссылочки я размещу внизу под видео. Что касается веса, одеяло немножечко тяжелее, чем подушка. Проверить это легко. Если у вас нет специальных весов, то можно использовать обычные весы для измерения массы тела. Взвеситься сначала самостоятельно, посмотреть свой вес, а потом взять в руки одеяло и взвеситься вместе с одеялом. И прибавка в весе как раз и будет приблизительный вес вашего одеяла. Но в моем случае это 2 килограмма 300 грамм. Причем на самом одеяле на этикетке написано, что вес пуха всего 200 кг. Точно такой же, как и в подушке. Поэтому я считаю, одеяло можно спокойно постирать в стиральной машинке, и с сухим весом 2 килограмма 300 грамм справится любая машинка. Следующий миф. Одеяло не помещается в стиральную машинку. Если откачать воздух из одеяла с помощью пылесоса, если вы поместите одеяло в пакет для хранения больших объемных вещей, то вы увидите, что на самом деле там пуха и ткани совсем мало. Все остальное это воздух. И когда во время стирки одеяло намокнет, то объем его резко уменьшится. Вот, к примеру, моя пуховая подушка, она в мокром состоянии занимает где-то 30-40% объема барабана. Поэтому с одеялом приблизительно будет та же история, когда оно полностью намокнет. И следующий миф, что мокрое пуховое одеяло весит так много, что барабан машинки просто не выдержит. Друзья, пух, он не впитывает в себя воды в 10 раз больше. И вес пуха не увеличивается там в 10 раз, когда он мокрый. Безусловно, есть ткани, они называются outdoor. Это ткани для спортсменов, то есть одежда для спортсменов, которая впитывает очень много влаги, то есть пота, и отдает мало, чтобы тело было сухое во время тренировок. А вот такая одежда действительно специально разработанная, впитывает в себя много воды, и когда вы стираете, вес значительно больше мокрого белья, нежели сухого. Но я в своей машинке посмотрела, она рассчитана на 2,5 килограмма сухого белья, вот такого типа outdoor. А одеяло весит меньше, плюс оно впитывает в разы меньше. Поэтому постирать можно совершенно спокойно. Основные мифы, я думаю, я развеяла. А теперь приступим непосредственно к стирке и самое главное потом к правильной сушке одеяла, чтобы оно у вас высохло на улице буквально за день. Важно засовывать одеяло в машинку не в сложенном состоянии, а как бы гармошкой, то есть от одного края одеяла к другому, постепенно засовывая в машинку. Воздух уходит, и в принципе одеяло можно очень легко поместить в барабан. Одеяло я буду стирать при максимальной температуре 95 градусов. Оно можно постирать также и при 60 градусах, но, на мой взгляд, хотя бы раз в год, раз в 2 года стоит постирать одеяло и подушки также при максимальной температуре, чтобы полностью удалить всю живность, которая там со временем разводится. 60 градусов хорошая температура, 95 уж точно наверняка все уберет. Также я выставляю режим 1600 оборотов, для того, чтобы одеяло максимально хорошо отжалось и буквально высохло в течение дня. Режим в машинке выбирайте с максимальной загрузкой белья. Тогда одеяло лучше всего простирается.
Для стирки я беру жидкое моющее средство. Можно сделать гель для стирки своими руками. Это будет самый лучший вариант. Кому интересно, ссылочку я размещу под данным роликом. Жидкое моющее средство лучше всего выполаскивается по сравнению с порошком. Также обязательно ставьте двойное полоскание. Если хотите, можете пополоскать одеяло даже 3 раза. Количество моющего средства следует брать из расчета веса одеяла, а не из расчета максимальной загрузки машинки. К примеру, у вас одеяло весит 2 килограмма 300 грамм, и в соответствии с данным весом берите ваше моющее средство, либо гель для стирки своими руками. Если вы возьмете слишком много, то, во-первых, одеяло может не очень хорошо прополоскаться, и также может быть слишком много пены, что нежелательно для стиральной машинки. Друзья, посмотрите, сколько места занимает пуховое одеяло в стиральной машинке, когда оно мокрое. То есть где-то 30, максимум 40%. Поэтому такие одеяла можно смело стирать в стиральной машинке, потому что наполнитель при намокании перестает давать большой объем, и одеяло очень хорошо отстирывается. А если вы все же хотите узнать, как можно постирать очень большое одеяло своими руками в домашних условиях, при этом не только качественно отстирать, но и также очень легко отжать без какой-либо нагрузки на спину, то кому интересно, можете посмотреть мой ролик, ссылочку я размещу внизу в описании. Одеяло я вынесла на улицу и поместила его на 2 такие вот стойки. Очень важно сушить одеяло именно в горизонтальном положении и на решеточке, чтобы оно очень хорошо проветривалось. Теперь давайте посмотрим, как хорошо сбился пух. Посмотрите, как он выглядит. И вот в таком состоянии находится все одеяло. Скажу сразу, что пух сбивается в любом случае, неважно, что вы стираете, какая у вас вещь, подушка, одеяло, либо пуховик зимний. Комки будут всегда, вне зависимости от вида стирки. И теперь для того, чтобы одеяло очень хорошо и быстро просохло, эти комки нужно разбить с помощью обычной вешалки. Я использую вот такую. Можно взять выбивалку для ковров, можно взять какую-нибудь палочку и хорошенечко пробить одеяло. Для того, чтобы процесс прошел значительно быстрее, буквально за 5 минут, я сложу одеяло в четверо и каждую сторону хорошенько пробью. И потом я вам покажу, какой у меня получился результат. Друзья, одеяло я пробила уже. Посмотрите, как хорошо распределился пух. И в таком состоянии одеяло высохнет значительно быстрее. Если вы его оставите вот так вот с комочками, как было изначально после отжима, то пух может, конечно же, провоняться, и результат сушки вас не порадует. Во время дальнейшей сушки одеяло нужно периодически встряхивать и переворачивать, чтобы пух не залеживался. Одеяло у меня полностью высохло. Конечно же, во время сушки я еще несколько раз проходилась вот так вот вешалкой, распределяла равномерно пух, чтобы он качественно просох. Посмотрите, как хорошо все распределилось и качественно высохло одеяло. В принципе, одного жаркого солнечного дня достаточно, чтобы полностью просушить одеяло. И еще важный момент. Если вы сушите подушки, одеяло, зимние пуховики на улице, ночью обязательно заносите их в помещение. Потому что если вдруг ночью пойдет дождь, то даже если вещи у вас не намокнут, то из воздуха перо очень хорошо впитает много влаги. И на утро вещи будут опять отсырелыми, такими влажными, и их придется снова досушивать. Ну а на этом у меня все. Я с вами прощаюсь и до новых встреч, до новых видео.